Так, вас приветствует мастерская Ремстартех. Вот к нам приехал ДКВ. Точную модель и год мы сейчас как раз будем с вами определять. Здесь не один мотоцикл, несколько разобранных. Вот. Ну, по мере сборки. Сначала мы его соберем в черновом виде, как он был. Мотоцикл был разобран в 1943 году. И вот с тех пор он будет впервые собираться. Свечки его достали, мой брат говорит. И я просто выпросил, чтобы давайте мне, если там цепи не было, колеса заднего не было. Я Вот такие вот запчасти к нам приехали. Здесь, как видите, не один мотоцикл. Вот, планируется собрать два мотоцикла. Один здесь полностью комплектный, на второй не хватает рамы, треугольников, ну, некоторых частей. Сейчас будем его с хозяином собирать в один мотоцикл, чтобы понять, что есть, чего нету, ну и вообще его увидеть в первозданном виде. Спустя 6 часов работы, вот, из той кучи запчастей, которые вы видели, у нас получился вот такой вот мотоцикл. Вот, мы отобрали то, что предположительно от него. Вот. Получается, это был гражданский мотоцикл. Видите, черная краска внизу. Был перекрашен. Ее мобилизировали. Вот. Бак уже чисто гражданский. Вот такой вот. С декалями, хромом. Вот провод очень интересный от генератора. Мягенький, красивенький. Вот, со всеми штучками. Заглушечки целенькие все. Вот. Даже нашли вот бензопровод, латунная трубочка, краник. Ну, сейчас так представлено, там резьбы надо прогонять. Ну, вот. Качество, конечно. Сам покажу. Открутить вот это. Как оно внутри сохранилось, просто удивительно. То есть это никто не мыл, не чистил. Вот его когда-то еще в войну как закрутили. Может, недавно и хозяин откручивал, но явно ничего не мылось. Видите, наши, когда открываешь, там просто жуть, все корродировано. Здесь вон местами видно даже блестит. Сам сплав, ну и резьба, посмотрите какая. Все качество исполнения просто на высоте. Вот распредкоробочка родная. Карбюратор еще не вскрывали, как он там. Вот, посмотрите, допустим, эти же болты. Они здесь чуть приоткручены были, не знаю, когда их открутили. Сейчас при вас его и откручиваю. Посмотрите на вот это. Вот шпильки стяжные, рамы, они были все ржавые. Я их щеточкой железной почистил, а там тоже вот такое же черное воронение. Вот, мотоцикл явно ездил мало. Ничего не стерто. Но здесь не все части от одного мотоцикла. К минимум бак. Вилка это, судя по всему, уже с 350-1. Эти черного снизу нету. Но есть у нас вот еще черная вилка. Она стоит. Вот. Такой вот прекрасный демпфер есть. Эмблема просто шикарная. Вот, спидометр. Ну, насколько помню, был такой. Еще как бы не изучал все каталоги, поэтому кто знает, может поправить. Возможно, что-то не соответствует модели. Вот, шильдик здесь достаточно потрепанный. Вот, по тем вот кусочкам там вот 12 в конце чего-то. Но нигде никакой ни номер треугольников, ни мотора, ни одного из двух не совпал. По шильдику рама 40-го года. Возможно, во время войны его просто из нескольких мотоциклов собрали, там, подбило, разбило, собрали с нескольких один, неизвестно. Вот, очень интересное решение. Такого в нашем автопроме такого, наверное, нет. Единый корпус, алюминиевый, рычажок декомпрессора. Ну и качество алюминия, там еще проглядывается блеск полировки. Особенно вот на монетке видно. Монетки, вот рычажок, никто его ничего не делал, вот оно такое, с чердака. Вот переключатель.
Здесь разобраны, лампочка там есть. Все красивенько, но ключика, к сожалению, нет. Бак внутри просто офигенный. Тут у нас стаканчик мерный. Ну и сама крышка в очень хорошем состоянии. То, что видите, это легкий такой налет ржавчины. Видите, даже счищаю, он не пропадает. Там нет ни раковин каких-то критических. Внутри, ну вот насколько видно, там этот самый краска красная, ни осадка, ничего. Бак, видимо, сухой был, нигде она не отшелушилась, не отпала. Вот. Резиночка по гусу, ну уже дубовенькая, такая изрядно. Решили на водил все-таки ставить. Вот, что вам еще показать. Вот интересно, наши-то упростили уже в ижах эти хомуты, а здесь вот оно добротно сделано, и толщина металла. Вещь, берешь в руки, просто вещь. Тут каждую деталь мотоцикла берешь, и это, восхищаешься ней. Как оно качественно сделано. Вот с каким металлом. Вот глушитель, этот, не этот. Опа, переклонился. А вот сейчас вам достану. Очень интересная конструкция его внутри. Такая вот интереснейшая штука. Это вам ниш. Заморочились немцы. Очень интересно, как он будет звучать, когда будет собран. Здесь тоже он не так просто. Это трубочка. Ага, вот оно чего. Это трубочка, вон резьба внутри. А вот здесь, судя по всему... Да, а вот это вот, видимо, такой болт, который вращаешь и туда закручивается. С ума сойти. Сколько интересных решений. Все для людей сделано. Вот, барашечки вот такие шикарные, алюминиевые. Здесь вот тоже это закрашены. Опорник алюминиевый, крашен. Ну, вот видно, видите, здесь было крепление этих ящиков. Или ящик. Я вот не знаю, на гражданке там вроде отдельно шли сумки. Ну, кто знает, поправьте, как оно должно быть. Ориентируемся сейчас на 40-й год. Вот, видите, то есть он как здесь было крепление, так его и закрасили. Вот. А вот интересная часть, уже вермахт рисовал свои распознавательные какие-то знаки. Вот стопик такой. Крыло, к сожалению, очень мятое, но не проблема, это мы сделаем. Вот. Вот давление в шинах какой-то фриц нарисовал в далеких 40-х. Вот интереснейшая штука, аккумулятор. Просто... Сейчас, секунду. Чуть не уронил распредкоробку. Еще не закрепляли, так все приложили. От хомута есть только одна часть. Вот. И, к сожалению, сейчас я мне не покажу. Ага, вот это я, кстати, впервые вижу вот вместе с вами. Еще не все сам рассмотрел. Мы вчера его 6 часов собирали. Сегодня пришел в мастерскую и вот снимаю. Сам изучаю. Что у нас тут написано. Ну, мой немецкий не очень, но можете перевести, когда. Вот такое вот удивительное состояние. А это, на минуточку, довоенное. Ну, либо там начало 40-х. Все откручивается. Вот. Хотим даже попробовать залить электролит. Посмотреть, как оно заработает, не заработает. Вот тут тоже интересная штука. Я так понимаю, это регулировать сцепление. Вот оно вращается. Ну да, регулировать сцепление. Вон червяк видно выскочил. Вот. Мотор еще не разбирался с тех пор. То есть это скоро мы будем разбирать. Хозяин хочет наблюдать за этим всем процессом. Вот. Тут, кстати, вот интересно еще что заметил. Вот масса прикручивается. Вот.
Карбюратор практически новый, втаскивал заслонку. Сейчас можем вместе с вами это посмотреть. Там, ну, вот эти пружиночка, все внутри, никакой там коррозии. Тунная трубочка обогатителя. Сейчас тут ничего не зажат. Вот интересное наблюдение. Хомут зажимной. У нас он сделан тоже из цинкового сплава, как и карбюратор. Здесь он алюминиевый. Думаю, что алюминиевый должен лучше держать, потому что многие знают, как эти хомуты на 28-х карбюраторах растягиваются, лопаются. Целая проблема. Вот. Смотрите на эту заслонку. Видно, что она работала, но я вот здесь вот пальцем провожу, ну просто с гладкого на шершавое переходит. Но никакой ступеньки не чувствуется. Вот. Качество изготовления тоже. Ну вот один в один, как наш 28-й. Вот, карбюратор. Здесь вот еще обогатитель вытрусим. Вот. А обогатитель-то латунный. Вот так вот. Прелестнейшая штука. Ну, сейчас попробуем. Открутится поплавковая камера. Мне так не получается сходу. Я на втором карбюраторе покажу поплавок. Ну, просто офигеннейший поплавок. Вот. Здесь вот видите, тавотницы, ну так грубо красным порисовали, чтобы немецкие фрицы, видимо, тоже солдаты были не очень наблюдательны, им все помечали, как и нашим. Вот. Крышечка не хромирована, покрашена. Потом посмотрим под ней как что. Вот, все болтики Рибе, очень много их. Вот тавотницы, обратите внимание, они алюминиевые, насколько я понял. Ну и по ощущениям, и по коррозии видно, это алюминий. Вот здесь вот это тоже, судя по всему, алюминий. Да, вот вам и болтик Рибе. Они все такие. И здесь даже металл гораздо толще, чем наш советский. И сделано более как-то вот, ну, красивее, более сложная деталь. А вот, кстати, я вам покажу из редких вещей. Защита мотора, но она, по сути, защищает генератор. Вот. Колени, ну, здесь вот есть чуть-чуть примятые, но будем устанавливать эти колени. Они, судя по всему, не были хромированные. Может, кстати, кто знает, на гражданских версиях все были колени хромированные или были и крашеные. Вот. Ну, в общем, мотоцикл очень-очень комплектный. Тут вот тоже вот интересно, ну, удобно сделано. Вот раз и можно легко регулировать. Вот, ну, вот эти проточки всем известные. Спицы, кстати, вот спереди нет, на заднем колесе спицы редуцированные. Вот, не знаю, как мы еще найдем, не найдем, потому что вот уже ребят спрашивают, говорят, редуцированные спицы, если есть, то очень дорого. Так, привод спидометра у нас, судя по всему, оригинальный. Ну, опять же, будем смотреть. Еще никто ничего не отмывал. Но оно было все прикручено, и видно, это вековой пылью закрашено. Так, а здесь вот уже и к заднему не надо идти. Вот, смотрите. Видите, редуцированные спицы. Ну, я их парочку попробовал наждачкой потереть. Коррозия достаточно глубокая. Ну, возможно, и удастся спасти спицы. Конечно, хотелось бы, но из моего опыта вот старые спицы не очень. Из-за того, что коррозия съедает их, и, конечно, вот лапка здесь. Вот вроде как в советских, но чуть-чуть другая. Вот. Пятачок гораздо меньше. Здесь очень так заковыристо сделано. Интересно. Все интересно сделано. Бардачок открывается. Ну, чуть-чуть помятый. Ну, вот он. Внутри ничего не ржаво. Никаких инструментов, к сожалению, не было.
Вот, практически все открутили. Вот на той вилке крыло не можем открутить. Болты были чуть отпущены, за счет этого, видимо, и поржавели. А здесь все легко откручивалось. Просто приятно работать с такой техникой. Это вот вторая вилка. Вот это крыло будет ставиться. Ну, видите, жизнь его потрепала. Ну, мы предполагаем, что именно вот это крыло подходит. Ну, опять же, кто как. Потому что бывает другой конструкции крыло, мы пробовали его ставить, оно не вставало. То, у которого здесь бугель идет, одна прикрутка. Мы его когда начали ставить, сверху его прижали, а передние стойки были длиннее. Они не попадали на отверстие вилки. Поэтому на мотоцикле и крыла нет. Ну, такой вот у нас новенький проект зашел. Делаться он будет не быстро. Рассчитываем за год справиться. Вот. Так что по максимуму буду снимать все этапы работы. Так, еще покажу. Хозяин хочет, ну, как бы достаточно еще запчастей, чтобы собрать и второй. Там нет рамы, треугольников, это все будет искаться, а пока что будет делаться параллельно второй двигатель. Здесь, в общем-то, все для него есть. Ну, с генератором придется повозиться, потому что контакты в плохом состоянии. И здесь, вот видите, очень побило корпус. Но это мы все заварим, заполируем, сделаем, будет как новое. Здесь тоже на втором цилиндре отличнейшие заглушки. Я надеюсь, что они из хорошего сплава, не так, как наши, которые раскручиваешь и рассыпаются. Вот. Шатун шатается. Есть даже, он чуть двигается, так что, думаю, мотор не заклиненный. Качество литья, ну, не сравнить с ранними вот ижами. Хотя тоже видно не совсем гладкое, но гораздо более гладкая, чем у 350 ежей. Вот. Такая вот техника пришла. Ну, пресловутые кольца, они на всем есть. Там вот гайки, допустим, которые рулевую колонку зажимать, вроде маленькая, на ней тоже кольца набиты. Вот интереснейшая штука. Вот такой вот поршенек. Вот. Кстати, да, поршень немецкий. А вот, как многие говорят, разрез наши криворукие косо делают. А вот нет. Он так и должен быть косой. Тоже берешь, ну, приятно. Вот видите, качество отливки. Даже вот новый палец нашли. Ну, к сожалению, он хоть и законсервированный. Вот я тут чистить начал. Видите, есть уже чуть-чуть очаги коррозии. Ну, посмотрим, может его получится отполировать. По-моему. Вот карбюратор, я говорю, открыть. Я когда его раскрутил в этот поплавок, ну вот, да. Сами все увидите, что говорить. Вот, иголки, правда, нет где-то. Во-первых, здесь конструкция чуть другая. Видите, есть направляющий вот такой штырек. А вот поплавок. Ну, я так понимаю, что это, ну, не точеное, оно как бы формированное, потому что видно кольцевые. То есть есть такой метод формовки на токарном станке. Вот его делают. И сверху крышечка. И, конечно же, на ней есть надпись. Как и, в общем, немцы, видимо, любили везде писать, клеймить. Видите, она очень аккуратненько запаяна. Вот там. Вот. Все настолько аккуратно, красиво сделано, ну, приятно взять в руки. Вот этот карбюратор тоже по заслонке видно с малым износом. Вот она даже поднимается, понимаете. Я порой беру карбюраторы 70-х годов, с трудом разбираешь, и вроде в доме хранились. Ну, вот тоже есть выработка. Давайте посмотрим. Одной рукой не получается открутить. Ну, в процессе сборки мотора все уже увидите. Вот такой вот маховик.
Надеюсь, удастся этот генератор восстановить. Ну, тут еще кое-какие мелочи там понаходились. Съемничек моторной звезды. Видимо, ну, говорят, владелец, дедушка, который спас мотоцикл от немцев. Ну, или не спас. Тут смотря как судить. Говорит, токарь был. Судя по всему, он точил. Потому что у немцев он чуть другой. Здесь ну, немцы под ключ 2 фаски сделали. А тут, видите, одну только. Вот. Тросик спидометра есть. Оригинальный, но, к сожалению, с годами вот он выглядит так красиво. А начинаешь сгибать, и все, вот видите, трескается. Вот еще тросик. Не помню чего. В каталоге видел именно вот с такой штукой. Ну, очень, конечно, красиво все. Хорошо. Он в тканевой, хоть и кажется, что нет. Нет, это не пластик, это ткань. Ну, от времени она, видите, тоже уже, когда сгибаешь, трескается. Вот. Хозяин говорит, что у него еще очень много этих тросов, он забыл их просто привезти. Вот. Будет нам образец для точного новодела. В следующем видео будем уже разбирать моторы. Я думаю, мы за день оба мотора разберем. Вот, я уже камеру поставлю на штатив и отснимем весь процесс. Ну и с подробным дефектовкой, рассказом. До скорых встреч!